мы будем обсуждать То, что цены на бензин. В минувшее воскресенье не успели, вот, пожалуй, с них и начнем. Собственно, цены на бензин, демпфер. И на этой неделе так еще получилось, что мы решили добавить туда и 183 тысячи электромобилей. Да не простых, а каких, узнаете в конце этого блока. Итак, продолжение получает история демпфера. Сейчас уже должны, видимо, выходить на обсуждение параметров. Ну, а пока давайте зачитаем соответствующую цитату о том, что же ждать от демпфера. Что за демпфер, я обещаю объяснить чуть позже. А пока. Инфотек подсчитал, что средняя цена бензина по территориальному индексу России в европейской части служит основанием для расчета точки отсечения. Сейчас все объясним, честно-честно. Недостижение которой является условием для выплаты субсидии в августе составило 69 339,9 рубля. Напомним, что в настоящее время демпфер для бензина обнуляется, так называемая точка отсечения, если эта средняя цена превышает базовый уровень, определенный налоговым кодексом на период с 1 января по 31 декабря 2025 года, 60 450 рублей, более чем на 10%, что составляет 66 495 рублей. Исходя из действующих правил, средняя за налоговый период оптовая цена в августе превышает текущую точку отсечения на 2844 рубля и 90 копеек. Это означает, что налоговый вычет, демпфирующие выплаты за август нефтяникам не положены. А теперь давайте будем расшифровывать все это и как это связано с ценой на заправках. Давайте попробуем перевести этот текст на русский язык. Да. Есть такая вещь – демпфирующая надбавка. Ее у нас называют субсидией, но по какой-то необъяснимой причине прячут в статье налогового кодекса, которая называется «налоговые вычеты». То есть это налоговый вычет. Сначала нефтяники платят налоги, потом через месяц часть этих налогов им возвращают, если они соблюдают ряд условий, связанных с вот этой демпфирующей надбавкой. Что за условия? Условия следующие. Внутренние цены должны находиться на уровне, не превышающем 10% от установленные в налоговом кодексе на данный период, на данный год. На данный период устанавливают то, что сейчас было названо точкой отсечения. Вот если на 10%... 66,5 тысяч рублей за тонну. Если стоимость ниже, не превышает более чем на 10%, демпфер есть. Если больше, чем на 10%, демпфера уже нет. То есть обратно деньги не возвращаются. Деньги уже собраны. Почему это называют субсидией, выплатами? Это возврат налогов. Собственно говоря, собираются акцизы, с этих акцизов потом часть возвращается. Ну, собственно говоря, вот как эта вот демпфирующая надбавка формируется. А как это все связано с розничным рынком? Ну, объяснение обычно стандартное. Демпфирующая надбавка придумана, чтобы нефтяники не вывозили все за рубеж. Внимание, вопрос. Марья Ивановна, можно вопрос? Детский. Детский абсолютно. А если вот сейчас экспорт запрещен, ну, чисто физически, вывозить нельзя, в сентябре тоже, и нефтяникам тоже, за редким исключением, которое касается ограниченного круга стран и по объемам ни на что не влияющих. Вопрос. А зачем тогда демпфер? А демпфер в реальности, несмотря на то, что он формально связан, ну, параметры демпфера связаны с долларовой ценой бензина в Роттердаме. И в Аугусте. Нет, тут только Роттердам. Нет, здесь только Роттердам. Аугусту обидели. Так вот, у нас в налоговом кодексе для расчета демпфера используются не только наши внутренние вот эти вот котировки, которые влияют на оптовые цены, но и котировки в Роттердаме, выраженные в долларах за тонну 92-го бензина. Почему у нас все еще доллары в налоговом кодексе? Ну, видимо, так надо. Я предлагаю не задавать опять этот глупый вопрос, он никому не нужен. Доллары там быть должны. У нас с вами национальная валюта рубли, у Министерства финансов вот... Так вот, в долларах, значит, это все выражено, и подсчет долларовой разницы, переведенной в рубли по текущему курсу, и дает нам демпфирующую надбавку. Мы, в общем, подставляем эту разницу в специальную формулу, это вот определяется, и в итоге подсчитывают демпфирующую надбавку. Я надеюсь, пока все понятно. Если непонятно... Тоже очень любят идиому. Демпфирующая надбавка. Это налоговые вычеты, это возврат денег, уже заплаченных в государственный бюджет. Причем здесь надбавка. Это вычет.
Но всем больше нравится надбавка, потому что тогда обвинительная коннотация в адрес нефтяников совершенно очевидна. Это нефтяники во всем виноваты, им надбавку платят. Ну, кстати, что самое интересное, нам уже задают вопрос, что за паника творится с топливом, ценами на бирже и АЗС. Вот слушайте, как здорово. Мы еще даже тогда, когда этот вопрос был задан, не успели к этой теме перейти, а у нас вот наши пытливые зрители уже как бы подводят к этой теме. Если вы хотите тоже задавать вопрос, вот QR-код, с его помощью можно писать нам. И если мы сможем ответить, прокомментировать и еще как-то отреагировать, мы это сделаем. Пока заметим вот что. Зачем нужно вот это пересматривать эти параметры? Давайте для ответа на этот вопрос глянем на данные, которые публикует Росстат. Росстат – это данные за предыдущую неделю, точнее, это данные за предыдущую неделю и неделю, которая до нее была. За период с 19 по 25 августа 2025 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 76 субъектах Российской Федерации. Более всего в Республике Дагестан 8,5% и Чеченской Республике 5,7%. За период с 26 августа по 1 сентября 2025 года изменения, в общем, в тех же республиках мы видим плюс 6,4 и 3,2. Зафиксируем. Вот пока просто зафиксируем. Но я вот думал показать сначала скриншоты, но нет. Если можно, давайте сначала посмотрим на биржевые котировки. Вот у нас там биржевые котировки, которые сформировались в пятницу. Вот эту. Как видите, 92-й подрос, 92-й прям безобразничает, продолжает расти, а 95-й по чуть-чуть снижается. Летняя дизельная тоже снижается, СУГИ, то есть пропан-бутан, снижаются. И давайте вот график, который за этим следует, тоже посмотрим. Это 95-й бензин, вот он в течение недели рос, потом стал снижаться. А почему он рос? Рос он, потому что паника на бирже, в первую очередь, связана с тем, что поступают новости про внеплановые ремонты на НПЗ. А в условиях закрытости информации мы не обсуждаем, надо это, не надо, просто как факт. Закрытости информации об объемах производства, то есть нефтяники, может, и могли бы сказать, ребят, мы там производим столько, но это запрещено. Публиковать эти данные у нас с весны прошлого года запрещено. Вот, у нас закрытая информация по производству нефтепродуктов. Люди что видят? Внеплановый ремонт, значит, что? Надо бежать делать дополнительные запасы. А то мало ли, мне не хватит. Люди перебегают, пытаются делать дополнительные запасы. Ажиотажный спрос. Наша секретная секретность приводит вот приблизительно к такому графику давления у биржевых брокеров. Не, ну будем считать, что это меньше из зол. Ну, будем считать, что это меньше из зол. Вот лучше, если статистика будет это закрыта. Бог с ним. Просто... А если она будет открыта, тогда что? Тогда кто-то может узнать что-то. Ну, если серьезно, то закрыта она, чтобы, видимо, продемонстрировать, чтобы исключить возможность отслеживания, как вот эти внеплановые ремонты сказываются на объемах производства. Александр, я думаю, еще 2-3 таких ответа вы можете претендовать на должность в МИДе. Правильный ответ? Да потому что нам хочется, чтобы все было секретно. Правда, за рубежом все знают, а у нас в России нет. Но всегда можно сказать, что они знают неправильно. А если мы опубликуем, мы как бы подтверждаем. А вот если они публикуют неправильно. Ну, давайте, если серьезно, то по большому счету можно, конечно, делать вид, что это информация, которую невозможно обнаружить, но ладно, государству так проще. Это, опять же, я не хочу это обсуждать, вот сделали, вот вызывает это некие движения на бирже, но получается, что в этих движениях нефтяники не виноваты, что они не провоцировали снижение объемов поставок на внутренний рынок. Они работали и работают, отчеты в Министерство энергетики отправляют. Вот. В внеплановых ремонтах они, ну, если таковые имеют место, они вроде как тоже не виноваты. А в таком случае вот эти движения на бирже провоцируются паникой, и они лишат части выплат, которые, а для чего они делаются? А они служат финансовой подушкой, не в последнюю очередь, служат финансовой подушкой безопасности, которая подкрепляет договоренности между нефтяниками и правительством о сдерживании роста розничных цен на заправочных сетях нефтяников в пределах годовой инфляции. И вот тут слайды.
как в известном анекдоте. А именно, давайте, пожалуйста, 2 скриншота. Вот у нас было 2 скриншота, 2-3, которые... 2-3 это номер в сценарии, если что. Это там, где огромная инфляция и ничтожный рост цен. Нет, это другое. Смотрите, 2 скриншота. Помните, чуть ранее мы приводили цитату Росстата, где было сказано, что в 2 республиках какой-то аномальный рост цен. Я замечу, что в той же статье Росстата, в тех же статьях Росстата отмечалось, что, скажем, в Москве и Санкт-Петербурге рост цен на автозаправках где-то 0,1%. А тут почти 6% за неделю. Ну, собственно говоря, 12 за 2. Вот, а теперь, внимание, вопрос. Как вы думаете, где больше автозаправочных станций нефтяников, которые связаны договоренностью с правительством о сдерживании розничных цен в пределах годовой инфляции? И, чтобы подсказать вам правильный ответ, я задам еще один вопрос. Как вы думаете, какой из этих скриншотов, сделанный по информации, предоставляемой автозаправочными станциями одной нашей Северо-Кавказской республики, из ранее упоминавшихся, вы видите цены на независимые АЗС, а на каком скриншоте вы видите цены на АЗС крупнейшего российского игрока? Как вы думаете? Вертикально интегрированной нефтяной компании, работающей в режиме от скважины до бензобака. Внизу у нас скриншот с АЗС крупнейшей нефтяной компании, а выше независимый игрок. Угадайте, доля каких игроков на рынке этих северокавказских республик больше? Независимых игроков или наших нефтяников? И получается странная ситуация, когда, чисто теоретически, вы можете на одной и той же улице увидеть бензин по 57,5 рублей за литр, а можете по 64 рубля за литр. Вот такая ситуация. А потом мы смотрим на статистику, в которой 6% роста. Это что ж творится? Это ж какой ужас! И без детального разбора этой статистики ситуация оказывается следующей. Люди видят статистику, люди, подогретые новостями про внеплановый ремонт, и говорят, ну все, началось. Вот и бегут. Росстат подтверждает, да, надо бежать. хватают канистры и бегут на ближайшую заправку делать запасы. Что происходит с запасами на этой заправке? У которой есть определенный регламент по подвозу топлива, у нее там есть суточный пролив. А теперь еще вопрос. Вот мы показывали вам табличку, в которой бензин, значит, 71 680 рублей. Давайте в режиме онлайн открываем калькулятор. Вбиваем 71 680 рублей. Ничего, что я прямым эфиром пользуюсь, чтобы показать, как работает калькулятор, нет? Так вот. Делим. Да-да-да. Делим на 1300. 1300 это в данном случае это коэффициент перевода из 1000 рублей за тонну бензина в рубли за литр. Получаем 55 рублей за литр. 92-го бензина на бирже. Без доставки, без хранения, без налоговой составляющей. И вот давайте еще раз посмотрим на скриншот, вот на эти 2 скриншота внимательно. Если можно вернуть их на экран, будет очень здорово. Так вот, 55 на бирже, без доставки, без хранения, вот без этого всего. Как вы думаете, по 57,5 можно продать в плюс вот этот бензин, который 55 рублей в опте? Ответ правильный – нет, нельзя. Потому что к этой цене нужно, я грубо скажу, где-то еще 10 рублей сверху накинуть, чтобы начать выходить в ноль. И зачастую вы видите сообщения: на таких-то заправках нету бензина. Например, в городе-герое Севастополе говорят, где должны были справиться с ситуацией по 92-му, 95-му, на некоторых крупных заправках 92-й, куда-то делся. Может, он куда-то делся, потому что люди взяли канистры, пошли наливать. На всякий случай. А может быть, потому что при текущих оптовых ценах в рамках нашей гибридной системы ценообразования, которая направлена на стабильность
внутреннего рынка. Ну, как ни крути. Пытались сделать максимально стабильный внутренний рынок. Так вот, эта гибридная система ценообразования в данном случае делает, нерентабельные продажи 92-го, 95-го бензина для всех. Сотый, да, в плюс. Дизельное топливо в плюс. И по удивительному стечению обстоятельств на многих заправках, где нет 92-го, 95-го, а дизельное топливо есть. Наверное, какими-то другими корабликами, бензовозами дизельное топливо. Самолетами довозят. Так вот, и если посмотреть на движение в течение недели, значит, мы посмотрели. И наш любимый Южно-федеральный округ, давайте глянем. Я позволю себе в качестве комментария. У нас 90% нефтепродуктов, продающихся на внутреннем рынке, это 6 компаний. В условиях проведения специальной военной операции и открытой экономической войны с одичавшим Западом ввести систему государственного регулирования цен невозможно. 6 компаний. 6 компаний. Вместо того, чтобы мы вам рассказывали про демпферы, выплаты, вычеты, коэффициенты и не знаю, что еще. Временная мера. Это очень тяжело. Просто вопрос. И, собственно, задают нам вопросы. Мы читаем. Говорят, в некоторых регионах дефицит бензинов на заправках, хотя правительство говорит, дефицита нет, а ограничения экспорта топлива точно работают. Смотрите, вы владелец независимой АЗС. Вы смотрите на биржевые котировки. Вы понимаете, что это топливо к вам приедет, через 3-4 недели, в лучшем случае. Вы понимаете, что в плюс продать это топливо при тех биржевых... Текущие, кстати, это с конца июля примерно. Топливо продать в плюс вы не сможете. Вы будете его вести? Нет, разумеется, если вас спросят руководство региона, вы скажете, вы знаете, логистические сложности. Прям сложности сложные, прям очень сложные сложности. Но вы точно будете вести это топливо, понимая, что вы будете его продавать в минус. Какое-то время будете вести. Да. А потом, возможно, чисто теоретически, просто возможно, а то, чтобы не прозвучало, что я кого-то обвиняю, из крупнейших сетей заправочных на югах. Да, кстати, если вы табличку успели рассмотреть, то у нас все еще в Крыму и в Севастополе немножко выше цены, чем в среднем по Южному федеральному округу. Как-то опять же так получается. Крупнейших федеральных сетей, принадлежащих Винкам, там просто физически нет. Вы, допустим, какая-нибудь сеть на каком-нибудь полуострове, И вы понимаете, сейчас вы привезете... Камчатка. Камчатка, кстати, тоже хороший пример. Камчатка. А вы о каком полуострове подумали? Так вот, вы понимаете, что если вы сейчас привезете бензин, в плюс вы его не продадите. Просто чисто физически никак не продадите в плюс. Либо вы поднимаете цены еще рублей на 8, но тогда к вам придут злые люди и скажут, вы что творите тут? Злые люди придут из Федеральной антимонопольной службы и скажут, почему вы подняли цены настолько высоко, что это превышает годовую инфляцию. А если вы будете продавать в минус, придут не менее злые люди из налоговой инспекции и вежливо спросят, а почему вы продаете в минус? Вы какие-то налоги, наверное, прячете? Давайте-ка организуем проверку. А то получается, что вы по 70 купили, а по 60 продали. Это что такое? Это какое-то безобразие, очевидно. Оптимальный вариант — ничего не делать. Тогда никто не придет. Опять мы приходим к... я предлагаю Борису сейчас еще пару слов по этому поводу сказать, а я тут гляну, тут вопросы поступают, мне кажется. Еще раз повторю. В чем сложность ввести временно государственное регулирование? В чем проблема? Да, как временную меру. Да, если у нас 6 поставщиков и биржевое ценообразование, рост цен неизбежен, потому что это олигополия. Цены будут хотя бы какие-то маневры проводить, если поставщиков будет раза в 3-4 больше. У нас нет такого количества компаний, которые производят товарные нефтепродукты, соответствующие всем требованиям по экологическому классу и так далее, чтобы у нас действительно на бирже было что-то рыночное. У нас нечто странное. Мы сохраняем эту традицию для чего? У меня ответа нет. По какой причине с 1 января у нас нет никаких пошлин на вывоз сырой нефти? 24 года. То есть по какой причине Министерство финансов не желает, чтобы внутри России росла переработка? Нефтяникам невыгодно перерабатывать. Нефть надо добыть, очистить, доставить, переработать, развести и так далее, и так далее. Или просто выгнать на экспорт сырую нефть. Это